Мир сельского хозяйства изменился до неузнаваемости благодаря невероятным технологическим достижениям. Сегодня я расскажу вам о машинах, которые не просто облегчают труд фермеров, но и делают его по-настоящему революционным. Представьте себе трактор, который может вспахать поле, рассчитав все до сантиметра, и при этом ему не нужен человек, который будет им управлять. Или комбайн, который сам решает, как лучше всего убрать урожай, используя искусственный интеллект. Мы с вами рассмотрим самые передовые и удивительные сельскохозяйственные машины, которые потрясают мир своими возможностями и инновациями. И начну я с трактора будущего. John Deere 8R – это воплощение гения инженерной мысли на сельскохозяйственных полях. Только представьте себе, что вы можете управлять своим трактором с планшета или смартфона, находясь при этом дома или в офисе. Также этот трактор оснащен системой автономного вождения, которая использует GPS и искусственный интеллект для точного выполнения сельскохозяйственных задач. Но самое впечатляющее – это его способность работать без участия человека. John Deere 8R может самостоятельно пахать, сеять и обрабатывать почву, следуя заданным маршрутам с точностью до сантиметра. От таких технологий лично я просто в восторге. Вы только представьте, какой прорыв это представляет для фермеров. Помимо всего, John Deere оснащен системой телеметрии, которая позволяет отслеживать работу трактора в реальном времени и получать данные о его состоянии. Он также может адаптироваться к различным условиям почвы, автоматически регулируя глубину обработки и скорость движения. Правда, как обычно в нашем мире, за любую новую технологию и платить приходится немало. Стоимость этой инновационной машины составляет около 450 тысяч долларов, а вес – впечатляющие 18 тонн. За каждым невероятным трактором, который идеально сеет, должен проехать не менее поражающий комбайн, который соберет весь урожай. И максимально отлично справиться с этим может Fendt Ideal 10T. Я не побоюсь этого слова, но это настоящая революция в уборке урожая. Конечно, если мы говорим о невероятных достижениях техники нашего времени, то без искусственного интеллекта никуда. Поэтому и Fendt Ideal 10T оснащен передовыми системами искусственного интеллекта, которые оптимизируют процесс уборки, сводя к минимуму потери урожая. Этот комбайн имеет систему сенсоров, которые измеряют влажность и плотность зерна, позволяя машине автоматически регулировать настройки для оптимальной уборки прямо по ходу уборки, то есть в режиме реального времени. Только представьте, что комбайн сам решает, как лучше всего убрать урожай, учитывая все нюансы и особенности поля, а человеку нужно просто направлять его. Кроме того, в Fendt Ideal 10T присутствует и система непрерывного мониторинга, которая предупреждает оператора о возможных неисправностях, обеспечивая бесперебойную работу. Стоит эта 30-тонная чудо-машина около 600 тысяч долларов. Такой вот он интеллектуальный помощник в поле, который работает с максимальной эффективностью. Все ближе то время, когда любую человеческую работу заберут роботы. Очередное подтверждение – это робот Agrobot A-Series. Эта машина не просто значительно облегчает сбор ягод и фруктов. Она, используя машинное зрение, идентифицирует спелые плоды, ягоды и фрукты и аккуратно собирает их, не повреждая растения. Вы можете поверить, что такие роботы уже работают на полях, помогая фермерам собирать урожай намного быстрее и эффективнее. Но понятное дело, что цены тут пропорциональны способностям. Около 300 тысяч долларов придется вам отдать за этого 1,5-тонного сборщика. Как заявляет производитель Agrobot, ко всем его плюсам, у робота E-Series есть уникальная особенность. Его можно использовать почти что в любом климате, даже больше. Он уже используется в различных регионах при различных погодных условиях, обеспечивая стабильный сбор урожая. Помимо посева и сбора урожая, чуть не забыл рассказать про инновации в области избавления от вредных растений. А это, между прочим, не только про отличный рост урожая, но еще и про экологичность. Система See and Spray от Blue River Technology – это невероятное решение для борьбы с сорняками и не только. Используя искусственный интеллект, а куда же мы сегодня без него, эта система точно идентифицирует сорняки и опрыскивает их гербицидами, не затрагивая культурные растения.
Это позволяет существенно снизить расходы на химикаты и уменьшить воздействие на окружающую среду. See & Spray может идентифицировать более 200 различных видов сорняков. Стоимость этой системы составляет около $200 тысяч. Принцип работы на первый взгляд простой, но не так уж и легко реализуем. Иначе, как вы понимаете, все бы уже использовали аналоги See & Spray, и стоило бы это в разы дешевле. Объезжая поля, система использует камеры высокого разрешения для точного определения местоположения сорняков и распыления гербицидов только там, где это необходимо. То есть исключительность See & Spray заключается в ее способности значительно сокращать использование химикатов, тем самым повышая экологичность сельского хозяйства. Вот за такое лично от меня лайк. Робот-банероб от Bosch. Deepfield Robotics. Это не просто машина для прополки. С таким любой, кто хоть раз брал тяпку в руки, на отлично справится. А это прежде всего мощный инструмент для анализа состояния растений. Да-да, нейросети и тут постарались. Используя машинное обучение, банероб анализирует каждое растение на своем пути и выполняет прополку с высокой точностью. Так сказать, несет добро полезным культурам и не жалеет ни один сорняк. А между этими занятиями он еще и может рассказать про объемы вашего урожая и в каком он состоянии. Знание, как вы понимаете, сила, и в сельском хозяйстве это также применимо. Поэтому качественный анализ ваших полей, безусловно, позволит вам значительно повысить качество ухода и урожайность. Стоимость этого помощника составляет около $250 тысяч, а вес чуть больше тонны. Кстати, до этого момента я рассказывал о практически футуристичных машинах, но всех их объединяла одна устаревшая деталь – работа на ископаемом топливе. Ну, то есть бензин, керосин и так далее. Сейчас же позвольте представить вам Oz от Naio Technologies, электрического робота для механической прополки и междурядной обработки. Это прежде всего компактное, весит до тонны и экологичное решение. Работая на электричестве, Oz управляется через мобильное приложение, что делает его удобным и простым в использовании. Не знаю, как вас, но меня все еще удивляет, что сейчас хоть огромным трактором, хоть таким вот сельскохозяйственным роботом можно управлять буквально у себя дома с дивана, имея только смартфон. Стоимость этого робота, кстати, в пределах разумного и составляет около $150 тысяч. И учитывая, что Oz можно использовать для прополки и обработки почвы в различных регионах и климатических зонах, а также его экологичность, он действительно стоит своих денег. А теперь представьте, что вы стоите на краю поля. Ну, в паре метров от поля. На вас несется огромная 20-тонная махина без водителя. И вам абсолютно комфортно, ведь это автономный трактор от компании Case IH. Эта концептуальная модель способна выполнять с максимальной точностью различные сельскохозяйственные задачи без участия человека. Этот трактор может самостоятельно пахать, сеять и обрабатывать почву, следуя заданным маршрутам. Меня поражает, как трактор, который работает полностью автономно, выполняет все задачи на поле. Кажется, что это что-то из научной фантастики. Но нет, это реальность сегодняшнего дня. И, кстати, вид у него соответствующий. Этот трактор сильно отличается от привычных нам, как минимум, отсутствием кабины для водителя. Вместо этого он оснащен камерами, радаром и GPS, что позволяет фермерам управлять машиной удаленно через приложение на планшете или компьютере. Case IH Autonomous также способен без участия человека совершать сложные маневры, такие как развороты на краях поля и обход препятствий. Помимо этого, он оснащен системой мониторинга окружающей среды, радарами и лазерами, которые обеспечивают безопасную работу даже в условиях плохой видимости. То есть работать может 24/7. Только успевай бензина доливать. Кстати, о последнем. Case IH, то есть производитель, не указал, сколько эта мультифункциональная автономная махина ест топлива. Единственное, что мы о нем знаем, так это то, что двигатель обладает 419 лошадиными силами, а максимальная развиваемая скорость 50 км в час. В отличие от прошлого монстра, следующий красавец не менее автономен, но абсолютно точно более экологичен. Ведь Kubota X-трактор — это концептуальный трактор
работающий на электричестве. Также он оснащен искусственным интеллектом для контроля погодных условий и оценки динамики роста сельскохозяйственных культур, а также самостоятельного принятия решений о необходимости и целесообразности выполнения операций по обработке почвы, посеву и сбору урожая. Стоимость этого трактора немалая и составляет около $600 тысяч. Отдельно, о чем не могу не упомянуть, так это о 4 гусеницах трактора. Как по мне, очень крутое решение. Эти гусеницы во время движения изменяют свою форму для поддержания высоты трактора на оптимальном уровне. А 4-гусеничный ход обеспечивает стабильное автономное движение даже на мокрых полях и неровной поверхности. Kubota X-трактор имеет модульную конструкцию, что позволяет быстро менять инструменты и приспособления для различных задач. А интеллектуальная система управления адаптируется к изменяющимся условиям на поле, обеспечивая максимальную эффективность работы. Плюс ко всему, на верхней поверхности трактора солнечные панели, которые обеспечивают более долгую работу этой чудо-машины. Но если вам не хочется покупать трактор в одном месте, сеялку-то в другом, опрыскиватель-то в третьем, то и для этого есть решение. 3 роботизированных брата от Small Robot Company. Том, Дик и Хэри, а именно так были названы инновационные сельхозпомощники, могут анализировать и собирать данные с полей, распрыскивать удобрения и гербициды, а также засеивать семенами. Том, Дик и Гарри работают в комплексе, обеспечивая полный цикл сельскохозяйственных операций от сбора данных до посева. Эти роботы могут работать автономно и синхронизироваться друг с другом для выполнения задач с максимальной эффективностью. Уникальность этой серии роботов заключается в их способности совместно выполнять сложные задачи и улучшать управление фермой. А теперь подробнее о каждой машине по отдельности. Робот для сбора данных. Том занимается мониторингом состояния полей и растений. Он оснащен сенсорами и камерами высокого разрешения, которые собирают данные о состоянии почвы, росте культур и наличии сорняков. Том передвигается по полю, сканируя растения и почву, а затем отправляет собранные данные на облачную платформу для анализа. Том полностью электрический, может работать долгое время автономно, а также способен точно определять состояние каждого растения и выявлять проблемы на ранней стадии. Дик — это робот для точечного внесения удобрений и гербицидов. Используя данные, собранные Томом, Дик точно вносит необходимые вещества в каждое растение или участок поля, минимизируя перерасход ресурсов до 90%. Вы только представьте такую экономию. Дик также работает автономно, следуя заранее заданным маршрутам и инструкциям. И что очень круто, он вносит удобрения и гербициды только в те места, где это необходимо, что снижает затраты и уменьшает экологическое воздействие. Ну и Гарри – робот, созданный для точного посева семян. Так же, как и Дик, он использует данные, собранные Томом, чтобы точно разместить семена в оптимальных местах, обеспечивая равномерный и эффективный посев. Гарри оснащен системой автоматического управления и сенсорами, которые контролируют процесс посева. Как и все остальные роботы Small Robot Company, Гарри функционирует на электричестве. Он может работать круглосуточно, что позволяет быстро и качественно засеять огромные площади. И при этом Гарри точно размещает семена в почве, что улучшает всхожесть и рост культур. Правда, есть одна грустная новость. Хоть роботы Small Robot Company показывали феноменальные результаты работы, в этом году они не смогли собрать инвестиции, которые бы покрывали их затраты на обслуживание и разработку в дальнейшем. Так что, если вы заинтересованы в приобретении Тома, Дика и Гарри, вам нужно будет очень поспешить, пока компания не расформировалась полностью. Кстати, чуть совсем не забыл. Обсуждая современную технику, нельзя не упомянуть дроны, ведь сейчас каждый уважающий себя фермер просто обязан иметь хоть одного такого помощника в своем арсенале. Отличным примером сельхоздронов я бы назвал Agras T16 от DJI. Этот дрон сразу впечатляет своим мощным и при этом элегантным дизайном. Система оснащена прочной рамой из углеродного волокна, что делает ее легкой и одновременно очень прочной. Его уникальная модульная конструкция позволяет быстро и легко собирать и разбирать дрон для транспортировки или обслуживания, но самое главное — это его производительность. Agras T16 оснащен 16-литровым баком для жидкости и способен обрабатывать до 24 гектаров за час. Это значит, что вы можете опрыскивать огромные площади за минимальное время
не затрачивая силы и ресурсы. Agras T16 оборудован передовой системой искусственного интеллекта, которая анализирует данные в реальном времени. Он автоматически регулирует количество распыляемой жидкости в зависимости от скорости полета и высоты, обеспечивая равномерное покрытие и минимизируя расход химикатов. Кроме того, система может распознавать разные типы культур и сорняков, настраивая оптимальные параметры опрыскивания для каждой конкретной задачи. Это не просто дрон. Это ваш умный помощник в поле, который делает все, чтобы ваши растения росли здоровыми и крепкими. И стоимость в сравнении с другими машинами и аппаратами в этом видео очень даже привлекательная, всего от 11 тысяч долларов. У DJI есть и конкурент, который превосходит его, буквально во всем. Ixac P40 дрон, который ставит новые стандарты в сельском хозяйстве. Этот аппарат превосходит DJI Agras T16 благодаря более мощным характеристикам и интеллектуальной системе управления. Ixac P40 оснащен 20-литровым баком и рамой из углеродного волокна, что обеспечивает высокую маневренность и долговечность. Установленные в нем системы GPS и Real-Time Kinematic гарантируют точное позиционирование, а машинное обучение и искусственный интеллект существенно оптимизируют процесс опрыскивания полей. Ixac P40 может работать автономно в течение нескольких часов и автоматически возвращается на базу для подзарядки. А точечное опрыскивание позволяет сократить использование химикатов, что делает его экологичным решением. Правда, есть и минус. Такой дрон может обойтись дороже своего конкурента, а именно около 20 тысяч долларов. Современные сельскохозяйственные машины впечатляют своими возможностями и инновациями. Они не только облегчают труд фермеров, но и делают сельское хозяйство более эффективным и экологически чистым. Эти уникальные промышленные машины поражают своим функционалом и возможностями, меняя представление о том, каким должно быть фермерство в будущем. Трудно поверить, что такие технологии уже реальность, и что они действительно существуют и работают на полях по всему миру. А знаете, где еще можно работать из любой точки мира? В нашей команде. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании.